Утро. Последний день марта. Ой, ночью дождь был. Дождь был. Вот. На палатку-то сколько накапало. Ну, внутри было ничего, нормально. Ну, влажно, конечно, конденсат. Все потаяло. Явно увеличилось количество растаявшего. Ой. И там, где можно было пройти по снегу, сейчас вода. Среди ночи пришлось вставать. 4 часа, по-моему. Не знаю. Напился я чая. Ну и... В общем, пришлось. Солнце яркое. Довольно тепло. Вот все, что осталось от костра. Вот туда я ходил пилить дуб. И что теперь мы видим? Все затоплено. Это, конечно, не очень здорово. Половина дуба сжег. Оттуда еще несколько бревен. И вот, казалось бы, костер. Ничего не осталось. Ну что, сейчас будет задача снова разводить костер. Разводить костер. Греться, сушиться. Что-нибудь перекусить. Ну, так, конечно, здорово. Пойду потом посмотрю, что с рекой. Можно и сейчас сходить. Интересно, что там с рекой. И как вообще сегодня выбираться отсюда. Надо. Пройду ли я через лес, вдруг там все затопит. Ну, не должно вроде. О. Вот она река. Солнце такое яркое. Растаяло существенно больше.
Эх, еще через неделю вот, наверное, все и вскроется. А может и раньше. Кто его знает. О, да, не просто будет идти через такой снег. Ну да ладно, что поделаешь. Жизнь вообще непроста. Ждать от нее поблажек не стоит. Главное, чтобы палатка подсохла. А вот растопка-то, вот она где висит. Красиво, красиво в лесу. Ну что ж, все затопило тут. Пришло время попробовать попилить. Ой. Ой, дуб твердый, но все равно пилится потихонечку. Эх, да, упал он. Вчера-то я не думал, что так быстро. Все так быстро. Видно, что спил идет чуть-чуть вот так. Обычно пилосилки пилят идеально ровно, но это из-за того, что у нее разведенные зубья, она пилит чуть-чуть косо. Но это в моем случае не важно. Фу. Мне главное, чтобы быстро пилила. И это самое то. Но как бы надо учесть, что ровность распила не такая. Но зато грубые зубья, дуб пилит, что надо. Тут неудобно, конечно. Опа. О. Ну все. Бревно есть. Можно затевать костер.
для чего нужно мачете. Чтобы сосновые ветки еловые, которых в лесу полно, чтобы их быстренько разделывать. Вот, и костерок уже горит. Основа его дубовое бревно, которое отпилил только что. А веточки так. Баловство. Ну, тоже дадут жар, огонь. Вот, топором это было бы делать гораздо менее удобно. Естественно, всегда надо смотреть, чтобы себя не рубануть, потому что это очень будет нехорошо. Вот и все. Красота. Дыма только много. Вот, сходил я, отпилил бревно, там, конечно, разница чувствуется. Дуб и сосна это совсем не одно и то же. Сосну пилишь, как будто пенопласт какой-то, такое прям ощущение. Я вот помню, когда елку пилил катанобоем, думаю, что гнилая она что ли? Почему так легко идет? Потом, когда спилил, понял, что не гнилая. Просто елка, сосна, такие породы, они мягкие, мягкая древесина. И вот для них такие пилы как бы великолепно. Для дуба тоже можно распилить, но усилия требуется, то есть гораздо тверже. Но можно, потому что некоторые считают, что вот пилы-силки это только для сырой древесины. Ничего подобного. Не для сырой, для сухой тоже, тем более дуб. Ну уж тверже у нас тут вряд ли что мы найдем. Какую-нибудь акацию, но это на югах. У нас тут нет. Дуб да береза. Береза, как правило, гнилая. Дуб, ну дуб, стоящий сухой дуб, он не гнилой, который валяется, он гнилой. Вот, и сделал я гибридный костер. Тут лежит дубовое бревно и сосновое, а сосновое сантиметров 25. Вот я ее перепилил этим вообще без проблем. И вот для сравнения пила Силки Гамтара. Вот. Она, в принципе, не сильно меньше, но она тоньше. И по толщине самого полотна она слегка тоньше, и уж по ширине его. И она раза в два легче, она вообще легчайшая, как перышко. Но это маленькая Гамтара. Гамтара есть разной длины, 240 там, по-моему, 270, вот это 270. И вплоть до 330, то есть почти вот до такой длины, как вот это.
Это такие маленькие пилы, аналогичные гамбою складному. Очень практичные, удобные. Я считаю, что это даже лучше, чем складная пила, именно из-за того, что у нее рукоятка такая пистолетной формы. Гораздо удобнее пилить, чем прямой вот ручкой, скажем, у бигбоя. То есть, но, конечно, это одноручная пила. Есть ножны. У этой, к сожалению, ножен нет. У этой пилы есть старший, так сказать, брат. Называется силки-зарин. Через О, не зарин, как отравляющее вещество, а зорин. Вот она 375, по-моему, длиной, и у нее пластиковые ножны есть. Этот зарин, он считается пилой для соревнований, потому что пилит он очень быстро. Но это то же самое, как и зарин, только без ножен и чуть длиннее. Ну, а это сугубо для лесных работ. Грубая пила, позволяющая быстро перепиливать достаточно толстые бревна и при этом относительно легкая. Ну, она 300 с чем-то грамм весит, эта пила. В общем, могу сказать, что я очень сильно впечатлен, обрадован. Считаю, что это исключительно полезное для походного ремесла устройство, приспособление. Вот. Но это тоже как бы. И что-то мелкое пилить там с собой носить можно постоянно. Легчайшее. То есть тоже вот вырисовывается комплект. Это и катанобой 650. И все, можно уходить в леса и там горе не знать с кострами. Пилить что угодно, что придется. Так и сяк. Вот, что я хочу сказать по поводу самой природы и погоды. Стремительно тает снег. Еще вчера вот здесь вот я ходил по снегу, сейчас там уже болото, лужа. Очень-очень быстро. Я вот думаю, как я назад пойду, не затопит ли там лес, потому что через такой лес пройти в моем снаряжении не удастся. Один раз был у меня случай, тоже весной вот так. Я чуть-чуть заблудился там в лесу и понял, что опаздываю на электричку. Это был кошмар. Там бурелом такой и какие-то лужи такие. И мне пришлось идти насквозь через лужу по пояс в воде в холодной. Это был ужас. Потом я в электричке все это отжимал туда-сюда. Люди думали, что кто-то в тамбуре справил нужду. Но нет. Это надо болотные сапоги. Или какие-то забродники, что-то такое, чтобы ходить по такому лесу. Но у меня этого ничего нет. Вот тоже думаю, неплохо было обзавестись таким инвентарем, как болотные сапоги, либо забродники. Потому что все-таки у нас и летом-то часто бывает топка, а уж весной и подавно. Ну и при сплаве на лодке тоже это полезно. Можно по колено и выше заходить в воду. Вот, а сейчас я кипячу воду, буду делать чай, ну и потом собираться. Палатка уже почти просохла. Собираться, пожгу еще костер, может, что приготовлю, посмотрим. Я позавтракал и потом пойду неспешно на электричку. Да, вспоминаю, как я ехал сюда, пошел в туалет, а там света нет, тьма. Это, конечно, был экспириенс тот еще. Ну да ладно. В сравнении с той красотой, которая здесь, все эти грязные туалеты в электричках, это ерунда. Ну вот о чем, собственно, я говорил. Вчера тут лежал снег. Я проходил вот тут вот.
туда за дровами ходил, на лесопилку. А теперь тут болото. Лужа такая здоровая. Даже в сапогах я туда не пойду, потому что там выше уровня сапог. Стремительное таяние происходит. Это экстремальная погода сейчас. Палатка сохнет. Все сохнет. Очень влажно, очень... Везде этот снег, чуть коснешься к нему, он сразу же тает. То есть тут надо соблюдать меры предосторожности. Вот, еще кое-где капельки воды от дождя ночного остались. Ну, сейчас ветерок подует, и все это по большей части высохнет. Ну, конечно, потом я еще посушу. Ну вот костер. Вот ответ тем, кто говорит, не нужно пилы, не нужно ничего. Собрали там веточки. Ну, где же мы такие веточки соберем зимой в лесу? Либо валяются здоровые бревна гнилые, либо вообще ничего нет, снег один кругом. Так что надо пилить. Ну и потом, вот если мы возьмем вот такого габарита ветки, эти ветки сгорят за 15 минут все. Прогорят, и ничего не останется. А вот такой костер, он горит долго. То есть можно куда-то отлучиться, что-то пойти поделать, не заниматься все время поиском этих веточек и подкладыванием. Вот здесь вот я вчера набирал снег для того, чтобы таять его на костре и делать воду. Тоже тут все затопило. Вот так вот. И река. Река тоже значительно больше уже открылась. Вон она там. Попробовал я покидать снасть. Вот такую вот снасть. Это мой любимый воблер. Очень уловистый. Но не судьба. Сейчас буду все это разбирать, упаковывать. Сейчас, видимо, рыбе холодно еще, она не очухалась. Может, ее нет тут вообще подо льдом, где-нибудь там прячется. Плохо соображает, что к чему. Поэтому поклевок никаких не было. А тут, конечно, красота. Ну и вот, тоже обратите внимание. Ходил я тут вчера пилить вот этот дуб. Ну и как? Все затопило. Вот сейчас посмотрим, что с дубом. Был дуб. Стоял сухой дуб. От него осталось вот бревно. Вот оно. Ну, где-то половина осталась. Такая. Вот тут я пилил. Раз, два, три, четыре, пять. 5 получается бревен. Вот одно отпилено. Вот другое отпилено. Третье. Четвертое. И вот там 5. По идее, конечно, хорошо бы отпилить еще. Вот тут вот. Но здесь уже вода. Конечно, я могу попробовать его веревкой вытащить, потому что он уже не такой тяжеленный. Вытащить его вот сюда, на возвышение. Сюда вот. Тут сосна стоит. Либо что это такое? Елка? Елка. Огромная. А вообще дров полно. Вот береза сухая, дуб тут. Вот там есть. Ну и вот красота какая. Озеро такое. Может и тут рыба есть, кто его знает. Ну, это скорее всего на удочку. Вот тоже. Такие тут деревья. Или вот, допустим, вот елка стоит. А шишки тут валяются много. Вот елка. Вот, скажем, захочется ее спилить. Как?
Она шириной сантиметров, наверное, под 50. О, такая, фиг обхватишь. Тут, может быть, катана-бой поможет, может быть. И то с большим трудом. То есть лучше поменьше какую выбрать. Вон там, допустим. Вот. Такие всякие. Это можно. А вот береза стоит. Сухая. Оп. Вот я ее сейчас в костер отнесу. Че он тут стоит? Только мешается. Пусть горит. Вот. И такие еще березы сухие. Они хороши, как источник коры. Вот. А там река. Вон там она, лед еще. Вдоль берегов течет вода. Так что понесу я это бревно в костер. Вот туда. Вот. Здорово. Очень красиво. Не хочется уезжать, но ничего не поделаешь. Такова наша жизнь. Вот. Хочу я выступить в защиту костра. Многие люди сейчас размышляют так, что вот пойдем мы в поход, возьмем с собой газовую горелку, ну там сварим что-нибудь, быстрого приготовления какой-нибудь сублимат, ну может чай, там кофе, и нам не нужен костер. Но я считаю, такая позиция ошибочная. Да, летом где-нибудь там на юге, где мало дров, где и так тепло, ну можно взять, конечно, горелку на пляж, там сварить чай. Но когда поход происходит в таких вот лесах, где полно дров, где часто бывает холодно, мокро, без костра плохо. Потому что костер — это и способ приготовить еду. Это и способ посушиться. Вот, например, у меня сапоги. У них там внутри вкладыши, стельки, носки. Все это вчера у меня отсырело, потому что я пробирался через лес. И даже у меня возникло страшное подозрение, что левый сапог слегка протекает. Ну, им уже много лет. В общем, короче, так или иначе слегка отсырело у меня там все. Не так сильно, как я когда в феврале ходил, у меня снег забился. И забыл я затянуть эти... Забыл, короче, затянуть рукава на сапогах. Но все же. Ну и что? Я вчера сушил, сегодня с утра еще немного посушил. Ну и... В общем, теперь я в сухом нахожусь. Хотя у меня есть сменный, но всегда лучше иметь все наготове. Просто греться у костра. Когда комары, мухи, всякие прочие, это дым, который отгоняет насекомых. Поэтому костер нужен. Но чтобы разводить костер, надо понимать, как это делать. Вот. Как это делать? У многих уже утрачены навыки костровые. И люди не вполне понимают, как же разводить костер. Вот, я разбираю. Оп. Вот, разбираю спиннинг. А костер надо разводить прежде всего из толстых бревен. Это правило номер 1, номер 2, номер 3,
номер 4, и даже, наверное, номер 5. Потому что все, что остальное не из толстых бревен, это не костер. Это так какая-то горящая кучка мусора. Вот, поэтому мой вам совет: обязательно иметь средства заготавливать эти бревна. А что это такое за средство? Это, ну, естественно, пила и вот такое вот средство. Называется веревка. Потому что в руках много вы не утащите. Или, допустим, связка хвороста, или еще что-то. Вот. Делается петля, делается бревно сюда и поволокли. Поволокли, поволокли, поволокли. Ну, сколько тут ее? Этой веревки? Ну, 2,5 метра, я думаю, тут от силы. Толщина, наверное, 10 миллиметров. Много лет она у меня уже. Бревен перетаскал, не сосчитать. Места занимает мало, весит тоже немного, но облегчает работу с бревнами невероятно. Вот. Так что я вам советую, друзья, очень советую, настоятельно советую, рекомендую в обязательном порядке. Рекомендую я вам в обязательном порядке учиться делать хорошие, правильные костры. Вот. Где же тут у меня... Вот. Хорошие, правильные костры из больших толстых бревен. И один раз сделаете, не получится. Другой раз сделаете, уже лучше. А на третий раз уже все получится. И вы будете наслаждаться костровым делом, получать от этого удовольствие и пользу. Вот. Это вот воблер с маленьким поводком. Ну, конечно, к сожалению, ничего не поймалось. Ну, что поделаешь, что поделаешь. Вот. Спиннинг я буду разбирать. На этот спиннинг было поймано очень много щук в разных местах. Хоть он и маленький, да удаленький. Катушечка 1000-я. Вот так вот. Раз, 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 раз. Раз, раз, раз. Открыл сезон рыболовный. Ничего не поймал, но хорошо хоть проконтактировал с рекой. Попробовал, каково это среди льда ловить на спиннинг. Но галочку, так сказать, поставил. Галочку. Оп. Катушка Стратик старая. Тоже в Японии сделана. Вот все, что сделано в Японии, ни разу не вызывает нареканий никаких. Вот, раз, катушка. И раз сложили, маленькая, компактненькая, все. А спиннинг тоже катана. EX Телеспин. Вот что, Шимано, катана EX. Очень хороший спиннинг. Правда, он у меня как-то раз сломался. Вот здесь вот. Но я починил. В дальнейшем починил. Ну, размер его вот такой теперь. А был, по-моему, ну, не помню уже, какой у него был. Да, вот здесь вот у него проблемная
колечко очень проблемное. Вот так вот. Проблемное. Все это хрупкое, нежное. Весьма. Вот. Но зато все это легкое и компактное. Вот что из себя представляет спиннинг в сложенном состоянии. Здесь специально есть такая для колец держалка. Да, вот его. Раз. И все. Раз. А тут что у нас случилось? А тут что-то у нас случилось. Непонятное. Так, вот так. Раз. И два. Вот и спиннинг-то собран. Компактный, маленький. Можно всегда его с собой взять в самолет там или еще куда. Чтобы ловить. К сожалению, в свое время, когда еще была возможность, не было у меня спиннинга. А то половил бы в Индийском океане. Вот. Так что еще раз повторю. Костер — это душа похода.